Можно ли избежать откатов по энергетике и физике после семинаров, ретритов? Что делать, если такой откат случился? Это вопрос примерно как: можно как из дерева вырезать статуэтку, и чтоб стружки не было? Ну, не знаю, ребят, нельзя. С одной стороны. С другой стороны, можно, если очень так тоненько обрабатывать, шкурочкой, нежненько. Поймите, чем сильнее в вас изменения, тем больше вот этой стружки будет. Если такое случилось, это надо просто принять. То есть почему? Что происходит? Ну вот, чаще всего вот это вот некое непринятие идет. Непринятие на уровне эго. Эго ломается. То есть вас вот начинает немножко ломать. И вот это немножко ломать, это, ну вот вы начинаете немножко умирать. Вот то, о чем мы говорили, да. Состояние вот это смерти эго. То есть вы должны умереть для того, чтобы, ну, заново родиться. То есть чтобы стать дважды рожденным. Так в этом смысле вот каждый семинар — это такая маленькая смерть. Маленькая смерть вашего эго. Она неизбежна. Так проблема в том, ваша, что когда вы не хотите умирать осознанно, вам больно. Когда вы не хотите отпускать грязь, потому что вы считаете, что это не грязь, это не мусор в вас, а это часть вас. И когда у вас эту грязь забирают, вы думаете, ну, что вы теряете часть себя. Вся проблема только в этом. Поэтому многие традиции говорят о том, что вы должны быть готовы умереть. Вы должны быть готовы отдать все лишнее. Так, следующий вопрос. Как лучше очищаться после контактов с негативно настроенными людьми? После конфликтных ситуаций, посещения мест большого скопления людей. Понятно, что нужно ставить защиту, но не всегда про нее вспоминаешь. Так, ну смотрите, первое, что нужно сделать, как только вспомнили, да, как только прочувствовали, что по вам прошло какое-то воздействие, какой-то конфликт или там астральное нападение, первое, что нужно сделать, это нижняя подключка. На уровне социума, на уровне бытовых каких-то конфликтов, ну, в 80% случаев этого вообще достаточно. Нижняя подключка, которая дается вам на первом курсе, да, нижний Дантянь Муладхара. Все, ничего больше не надо. Дальше вы вошли в состояние, канал, все. Дальше больше призываете силу. Начинаете восстанавливаться. Ну и дальше все вот как бы практики, то, насколько вы на момент сейчас, вот на каком курсе вы обучаетесь у нас в клубе, там больше практики, больше вам доступно. И вот все их просто применяете. По мере роста личной силы к тебе все больше проявляют интерес негативные структуры, сущности. Происходят события, которые зачастую могут нанести вред, кроме как тебе лично, так еще и окружающим тебя близким людям. Вопрос: каким образом оградить родных и близких от влияния сил, направленных лично на тебя? Ну, это вопрос из серии: что делать, когда я вот стал взрослым, да, и вот не знаю, как дальше жить. Ребенок, когда жил в семье, да, мама с папой его обеспечивали. А когда он как бы стал большим и взрослым, он не знает, как без мамы и папы жить. Ну, это вопрос как бы сложный. То есть это нету тут такого краткого ответа. Да, с ростом личной силы к вам больше проявляют интерес. Все. Как позитивные структуры, так и негативные. Здесь свои есть
плюсы и минусы. То есть, ну, тут вопрос надо более конкретно ставить, потому что, ну, по сути, все, о чем мы беседуем, но на наших занятиях в рамках нашего клуба, это все об этом же, можно сказать. Так, ладно, дальше. Как, работая с какими-либо каналами, рейки, космоэнергетики, соблюдать технику безопасности? Правильно зайти, выйти, не наследить там. Остается ли связь после закрытия канала? Потому как наверняка там есть свои хранители, обитатели. Как не привлечь их внимание? Как не привлечь их внимание? Никак. Не привлечь их внимание может только одним способом: туда не заходить. Потому что, ну, вообще смысл вашего захода, он как раз и заключается в том, чтобы привлечь это самое внимание. Вот. Если вы как бы думаете о технике безопасности, там еще что-то, там есть это, ну просто не болтайтесь по непонятным каналам. Все вот эти рейки и космоэнергетики, ну вот лично для меня, ну это такие сомнительные вообще практики. Потому что вообще непонятно, куда вы там подключаетесь. Очень много сейчас болтунов в интернете, которые рассказывают: да это все нормально, ты как бы не это. Но когда лично я начинаю смотреть, ничего там нормального нету. И ну, вреда часто от этого больше, чем пользы какой-то. То есть более-менее хотите, если работать, ну, есть проверенные структуры, описанные. То есть сознание, ну, Земли. Это арканы. Те же самые каналы. Так вот, вы в арканы, когда заходите, там весь смысл входа в канал — это как раз начать взаимодействовать, ну, как бы с ангелом аркана. То есть, если вы с ним не взаимодействуете, значит, вы никуда не вошли. Как самому защититься от того, когда хочешь из добрых побуждений проводить канал на негатив с целью что-то исправить? Не прилетит ли тебе в обратку по тому же каналу от реципиента? Ребят, смотрите, вы проводите более понятные аналогии. Вот есть принцип: что наверху, то внизу. Вот это вот все ваши добрые побуждения, да, когда вы берете и вот, ну, не знаете, к чему это приведет. Это у вас есть, ну, вот канал, да, ну, можно сравнить с водой или с какой-то жидкостью ситуацию. Вот есть Вася, у него болит голова, у вас, вы тут на улице нашли бутылку с непонятным содержимым. И вы решаете: блин, дай-ка я на Васю ее вылью, вдруг ему поможет. Ну как вам такая идея? Чушь, да? А если там кислота? Но почему-то, когда речь заходит о каналах, там еще что-то, люди начинают думать: нет, все каналы хорошие. Дай-ка я вот на него проведу. Ну, да, с целью познания мира, да. Но вопрос-то получается какой? Вот если как бы аналогию с земными формами мы провели. Как самому защититься от Васи, да, когда я на него вылью непонятную жидкость? Не знаю даже, чем подсказать. Так, дальше. Вообще, какова природа каналов космоэнергетики и рейки? Сами адепты утверждают, что это божественная энергия. Тогда почему за это берутся деньги, если вокруг нас
Это энергия океан, и она ничья. Но, смотрите, вот есть у нас океан, да, он тоже вроде ничей. Но если ты хочешь, чтобы кто-то сходил с ведерком туда и воды тебе принес, да, то как бы без денег это тоже очень сложно. А если ты хочешь, чтобы кто-то качал эту воду и тебе в квартиру подавал, еще больше платить надо. Вот поэтому вы поймите, ну, что платить вот в нашем мире это нормально. Вообще, если вы посмотрите, весь мир, ну, как бы он пожирает друг друга. Вся жизнь, она существует на чьей-то смерти. Поэтому, когда вы за что-то, ну, и в таком смысле, да, за жизнь, да, всегда кто-то расплачивается. Поэтому, когда вы, вот этот сам принцип, я вот там не беру деньги, это вот божественный дар, это еще там что-то, это, ну, странное утверждение. Как человек, ну, собирается жить в социуме. Эта модель, она работала, ну, может работать, там, знаете, в общине в какой-нибудь. Община, ну, в которой там люди живут обменом. То есть шаман в племени лечит, да, всех, а остальные, ну, все остальное племя, ну, кормят этого шамана. Дают ему там какие-то блага приносят. Вот. У нас как бы социум по-другому работает. Какова природа каналов космоэнергетики и рейки, я не знаю. Какие-то разные каналы есть, очень разные. И вот когда люди говорят, например, это канал хороший, да, вот я вижу, я там зашел, я вижу свет. Поймите, это вообще не показатель ничего. Потому что помните, кто такой Люцифер? Несущий свет. Любая сущность темного порядка, да, или светлого, которая, ну, по уровню развития гораздо выше, вы ее не отличите. То есть, ну, упрощенно говоря, там в христианских терминах, ни один там христианин, ни один там самый грамотный поп в церкви, он не отличит Бога от дьявола. От всех будет точно так же идти свет. Вот так вот, ребят. Так, я смотрю, тут в Инстаграме уже у нас час заканчивается. 13 секунд осталось. Вот. Но в TeamSpeak мы продолжаем. Так что, ребята, подключайтесь в TeamSpeak, задавайте свои вопросы. Так, ребят, вы тут накидали, тут не только вопросы, да, в чате, поэтому я тут не могу. Ну, это тоже аналогия. Что наверху, то внизу. Проводите аналогии на уровне социума. То есть на уровне социума, как бы, энергия – это деньги ваши. И твой вопрос, как бы, ну, получается. Я вот выхожу на улицу, да, хулиганы у меня отбирают деньги. Как вот им деньги не отдавать? Ну, что тебе ответить? Не отдавай, бей им в глаз. Да, мой тебе совет. Вот, ну, как бы, легко сказать, да, но трудно сделать, как ему в глаз бить. Чтобы ему в глаз ударить, надо быть сильным. То есть вопрос, ну, ответ тебе такой: стань сильной и не отдавай свою энергию. Свою силу не отдавай. Ну, самое элементарное, это как бы совет Кастанеда, да. Просто заберите у ребенка, как бы, ну, острие своей силы. Заберите. И он прям там пишет, что это даже на пользу пойдет ребенку. Он станет более взрослым, более самостоятельным.
у него пропадет вот эта вот, ну, раздерганность детская, как бы, которую он вот бегает и не знает, куда вот засунуть этот переизбыток энергии. Очень просто. Не давай. И он сам очень быстро научится. Можно, конечно, даже нужно. Можно сказать, одна из задач, как бы твоя, это, ну, вот этот перелом, ну, сделать вот этот перелом. То есть задача именно, ну, вот, вырастить детей. То есть дети растут, да, и не раз видят вот этот развод. До момента, когда они, ну, вот, созрели, когда они вот стали взрослыми. То есть вот если мы посмотрим индуистские вообще вот эти вот трактаты, да, вот ведические, там вот такую интересную вещь можно заметить, что вот это вот брахманы, да, там вот носятся часто люди, там вот эти брахмачарьи, да, там воздержание от секса, еще там что-то. Но если внимательно почитать, да, то период вот этой брахмачарьи, да, вот этот, ну, духовные вот эти вот учителя, наставники, как вообще там путь у них, эволюция был. Он создает семью, выращивает детей до возраста 12-14 лет, ну там по-разному. То есть до того момента, когда мальчик становится взрослым. И после этого только он уходит в лес. То есть только после этого он берет период вот этой брахмачарьи, да, то есть он обеспечил всю семью, вырастил детей, и только после этого он уходит из семьи. Соответственно, ребенок, который вырастает в этом, он, ну, как бы все получает, и в этом нету проблем. Поэтому задача, ну, вот, несмотря ни на что, ну, вот, сохранить вот этот брак. Если он как бы развалился, донести до своих детей об ошибках, предостеречь их. То есть это нужно брать и прям решать как вот, ну, родовую задачу, как карму. Увидеть, где, в каком месте, на какие грабли наступаете. Потому что чаще всего, ну, там вот эти вот внутренние демоны, которые, ну, передаются по наследству. Именно они не дают людям, ну, вместе ужиться. Здесь еще, смотрите, есть две причины развода, да. То есть одна причина, потому что люди не могут просто вместе ужиться, да. Они друг друга как бы ненавидят, обестачивают, и это еще что-то. А вторая причина, ну, людям просто становится неинтересно друг с другом. Так вот, когда людям просто друг с другом неинтересно, ну, это говорит о том, что один, ну, как бы, ну, перерос другого. И им не о чем говорить просто. Они разошлись, ну, так, нормально, у них биений нету. А другое дело, когда люди расходятся, потому что есть биение, есть претензии друг к другу. Вот это говорит о том, что вот есть какие-то непроработки внутри вас. Как нарабатывать энергию? Секунду, я вот вопрос уже читаю. Как нарабатывать энергию в себе при нехватке ее для реализации намерений? Как нарабатывать? Ну, Евгений, я как бы читаю вопросы, я понимаю очень много, ну, недопониманий. То есть ты не совсем понимаешь те смыслы, которые мы вкладываем, ну вот, которые я вкладываю, ну, произнося те или иные слова. Как нарабатывать энергию в себе?
В себе энергию не надо нарабатывать. Я же вот сегодня уже говорил. Энергии навалом вокруг. Сила, она разлита в пространстве. И ты ее берешь, когда тебе надо. Столько, сколько надо. Ну, как вода. Ты же не набираешь там вот, воды в тело, да, чтобы... Ты захотел попить, пошел попил. Но люди начинают копить. Но это уже не функция тела. Это внешние какие-то это. Поэтому нарабатывать энергию в себе не совсем для меня понятно. При нехватке ее. При нехватке ее ты просто, входишь в канал и как бы восстанавливаешься. Все. Для реализации намерений. Посмотри наши видео на ютубе. Лекции почитай. Там, есть вот этот материал. Статьи на сайте у нас. Некорректно задан вопрос, я даже не знаю, как на него отвечать. Так, вопросы графомана. Регрессивный гипноз и прошлые жизни. Насколько эффективно, как отличить реал от воображения, если проверенные мастера регрессии? Но у меня нету, если ты у меня спрашиваешь этих мастеров. То есть регрессивный гипноз это... То есть вы приходите к гипнотизеру, да, он вам сразу скажет, как бы гипноз, действует не на всех. Вот на этого действует, как бы, а вот на этого не действует. И там весь гипноз, он и сводится к тому, что там тебе привиделось. Насколько это проверенное, там, непроверенное, это все вещи. Проверено это когда ты берешь, вот пошли у тебя картинки, воспоминания, да, воткнулся ты в прошлую жизнь. Ты выходишь оттуда, а тебя трясет. То есть или какой-то мусор пошел, или эмоциональное переживание. Вообще не к месту. Ты, например, увидел там что-то, просто. Выходишь из состояния и как бы и рыдаешь 15 минут. Вообще непонятно от чего. Вроде бы ты здоровый мужик и не сентиментальный далеко. А ты рыдаешь. Или ты выходишь, и у тебя состояние. То есть это, это вещь, когда ты реально ощущаешь, что ты что-то взял. Это не просто там, не знаю, мультик посмотрел по телевизору, да? Прикольный, или нет. А это когда ты оттуда что-то выносишь. Либо ты выносишь оттуда информацию какую-то. О том, где что-то лежит, или кто-то живет, или как что-то сделать. Ты идешь это делаешь, проверяешь эту информацию, и она совпадает. Только так. То есть девиз клуба «Ничему не верь, все проверь». Внутренний голос «Как понять душу?» Что хочет душа? Как отличить самообман от желания души? Это отдельная работа. То есть, это непростой вопрос, это надо как бы долго объяснять, показывать, и то как бы не все понимают. То есть семинары на эту тему я провожу. Поэтому могу только кратко ответить тут. Внутренне, как понять душу? Совесть. Есть такое понятие, как совесть. Ты берешь, когда по совести поступаешь, не обманываешь, не идешь против этого, на сделку с совестью.
вот этот голос совести, он начинает все слышнее, слышнее, слышнее в тебе говорить. Вот так ты начинаешь, учишься слушать свою душу, что она хочет. И вот именно так ты начинаешь отличать самообман от желания души. Берешь и просто, честно начинаешь разбираться, откуда вот это вот некое желание берет корни свои. Вот на курсе социум мы очень подробно с этим работаем, потому что это действительно важно.